got us here. Good luck, Pathfinder. Всем привет, ребят, с вами Хэвк, и мы продолжаем прохождение игры Mass Effect Andromeda. Мы на Гипероне, как он-то правильно, да? Мы сейчас должны отправиться на Нексус, на монорельсе, вместе с нашей командой. Вот это вот. Да, в предыдущей части мы стали первопроходцем. Отец погиб. I still can't believe Dad's dead. This should have been his moment, but now it's yours. You just need to decide what you're gonna do with it. Where do I start? Ну, так как особо с персонажем долго не были знакомы, я с ним особо не проникся, мне не жалко. Но я все-таки сочувствую ей. Знаете, тут хоть зал час, наверное, да, где-то его. Абсолютно жалко. В общем, мы сейчас должны отправиться на Нексус, который должны были встретиться все остальные ковчеги. The Nexus runs a support crew, just enough to finish building the station and provide safe harbor for the arcs. It means we can start waking our people up. They built a bar, right? Ну а для вас будет проходить и комментировать Артем Кочевой. After what we've been through, I could use a buzz. Так что всем приятного просмотра. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Продолжаем. Real food and a shower are just ahead. Такое вступление маленькое. Думаю, буду как-то менять, я не знаю, там, отслеживать. Шампанского не видать. Ты что думал? Ой, не сканировал, кстати. Я не помню, а вот... Well, this can't be right. It's like everything's on. Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry. My code is limited to information and simple interaction simulation. Ты, я не знаю, алкоголик, чи что? Вечеринка. Отстань, ты же не видишь, что тут творится, блин? Какая нафиг вечеринка? What year is it? The current year is 2819. After spending over 600 years in stasis, it's normal to feel 600 лет, 2819 год. Подожди, это в 2000, получается, 200-х все происходило? Well, she's got the date right, at least. So where is everyone? Потому что мне что-то кажется, что 2100 был, разве не? Так, это надо в Википедию зайти и это узнать. Ну или в комментариях напишите. В какой именно год происходит событие в первой, второй, третьей части? С первой по третьей. Потому что мне кажется, что 2100 какой-то. Я особо не помню, ну. Ладно. Википедию можно знать. Вы напишите, посмотрим, до чего у меня руки дойдут раньше. How does the immigration process work? We ask that you submit to a brief medical exam to ensure your health and well-being after making such a long journey. Once you've been cleared, our colonization experts will assist you in finding your new home. Please be mindful of the queue. Thousands of eager colonists like you are waiting to begin their new life in Andromeda. Where? Place is deserted. What can you tell me about the Andromeda galaxy? Here in Andromeda, you are over 2 million light years away from the Milky Way galaxy. This is the furthest any life form has ever traveled outside our home system, making you a brave pioneer indeed. The Nexus itself is located in a region known as the Here, you and thousands of your fellow colonists will fulfill your зонд или там ракету, да, вот с нашими технологиями в наше время, то только через 2 миллиона лет, 2 миллионов лет, если, блин, эта ракета или там зонд не заржавеет, там топливо не кончится, еще что-нибудь,
не случится с ним, то только через 2 миллиона лет, 2 миллионов лет, через 2 миллиона лет мы узнаем о том, что мы даже не то, что мы увидим, как выглядит галактика Андромеда, и сможем там по системам полетать. Если, например, до Луны там сколько, несколько дней, кажется, ну ладно, не буду. Я знаю, что до Марса 4 года. У нас на Земле 4 года это Марс. То есть 8 лет ты тратишь на то, чтобы туда вернуться и прилететь и улететь оттуда. С Марса. 8 лет. А это 2 миллиона, не то, чтобы там зонд отправить или еще что-то. Ох, господи, через 2 миллиона лет что может случиться? Может уже и планета не существовать так-то. Фиг его знает. Через 2 миллиона лет, может быть, технологиями обсудимся, что можно будет отправить этот зонд не на 2 миллиона лет, а так хотя бы как на 10 лет. В общем, да, с нашими технологиями даже думать об этом не надо. Ой. Что, ребят? Вот недавно ходил на Страже Галактики, я понимаю о том, что... Right. That was helpful. Ай. Тут недавно ходил в кино на Страже Галактики. И что вот благодаря как раз... Сейчас, так, использовать какие-то формы вращения. Так вот, смотрел Страже Галактики и тут недавно подумал скачать этот, как он, Стражи Галактики от Telltale Games, их, да, и поиграть. Ну, там один эпизод, я думаю, все-таки дождусь, пока выйдут все 5, и начну проходить уже с 1 по 5 эпизод, чтобы было интересно. Да, и мне, кстати, тут после того, как Стражи Галактики посмотрел, меня даже в Андромеду тянет еще больше, чем тянуло раньше. Компьютерный терминал, короче, обычный компьютерный терминал, но мне узнавать даже особо не имеет смысла. Человек. Ай, Димон, простите. Да поговорим сейчас, подождите. Hi there. We're from Ark Hyperion, and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an arc? А это плохо? This is the Nexus, right? Pretty sure we parked in the right place. And for what it's worth, your VI over there could use an update. Of course, I'm sorry. It's just, we thought you were all dead. Да ну. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. Ой, мы единственный ковчег, который вернулся в живых. Остальных надо будет искать. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the Я так confusion. понимаю, да? Our sensors told us an arc had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We По thought you were классике just жанра another он должен malfunction. быть так. But aren't you expecting us? You're the first arc we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. То есть они даже пробыли раньше, чем мы. Everything that could go wrong with our plan has. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over.
No word from the other Pathfinders? No word from anyone, period. Any threats from the locals? So far, we've stayed hidden. We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Docking procedures are green across the board. Мы тут 30 минут Stand by to поменяем, merge кстати. Hyperion power into the grid. Так что эта серия будет недолгой. Но следующую, я обещаю, сделаю долгой. The crew of the Hyperion. Я думаю, мы сейчас даже вот где-то все закончится, разговоры, пробежимся по Нексусу. You have no idea how much your arrival means to us. И я так думаю, мы собираем сейчас дополнительные задачи и какие-то даже, может, мы успеем выполнить, а какие нет. Серия такая. Мы с Нексуса далеко не улетим. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Вот с обновлением патч, да. Where's the Pathfinder? You're looking at her. You're not У Alec нее лицо Ryder. лучше стало. My father's dead. He made me his successor. Alec. Не так макияжи, у нее розовые глаза были. Вот такая, знаете, бледная. Please understand. The entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources. But that takes people, and we can't wake them up. Она мне не Until they нравится. have somewhere to live. Мне уже совет A нравится golden больше, чем world. она. Now more than ever, we need Она a все Pathfinder. вот эту свою... It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? Ай, подожди, ты сбил меня с мыслей. Там. Она такая какая-то противная, блин. Первопроходец пришел. Этот хотя бы не возмущался, она возмущается, типа, видите, это теперь вся инициатива поставлена под угрозу, потому что не прибыл не тот первопроходец, который она ожидала. Да, господи. Совет и то лучше был. Он действовал по своим правилам. Совет Цитадели, да? Если они не могли ничего делать без резких доказательств. Если бы Шепард был бы неправ, да? Я как относково говорю, потому что я за мужика первую, вторую, третью часть прошел, то у них бы репутация сложилась плохо, и там бы все было плохо у них. Поэтому они особо ничего не делали. Youthful enthusiasm will only get you so far in Andromeda. That's no way to treat a guest. Она мне не нравится. Кауганка. Ух ты. I'm Nakmor Kesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. Кроме той женщины, которую мы спасали из-за Шепарда, и то она была в маске, и я особо ее не видел. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. Ну да, We're all feeling the pressure. Как я говорю, совет вроде как был прав, и вроде как не был прав. I'm happy to work out the details with your Там associate. а это такая же, как и совет, знаете. Даже хуже, как по мне, просто у меня такое мнение. Welcome to the Nexus. Спасибо за помощь. Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have a chance. Ma'am, the Hyperion's core is now Брали online. тут. Let me show you something. An hour ago, Индикатор that was эти. all dark. Герой But with the отступник. power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. Как бы... And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. Это... And don't be shy. Come see me when you have a chance. Красивый вид так-то. Красота.
Так, можно, да, поговорить теперь? Так вот, в предыдущих частях была такая как репутация. Герой, отступник, тролляли, и это немного мешало, то есть особо как бы не давало отыгрывать тебе собственную роль и так вести себя так, как вел бы ты себя. Я, конечно, очень много совпадало с героем, но мне иногда хотелось там ответить по-другому. Все почему? Потому что вот герой этот, ну, хорошо переноси. Ты когда там проходил там первую часть, прокачал там героя, перенес персонажа со второй части, с первой части во вторую, и тебе добавляются очки героя. Не все, конечно, а часть там какую-то добавляются, и ты быстрее прокачиваешь пункт героизма своего. И это влияет на концовки и на внешний вид Шепарда. Это уже начинается второй части. В третьей части это также влияло на концовку. То есть, если ты был отступником, то все могло плохо кончиться. А если ты был героем, то у тебя ждала очень хорошая концовка. Ну, это как бы иногда мешало. Но я игрался нормально, так постоянно выбирал верхнюю строчку, то есть даже не читал о том, что мог сказать Шепард, просто читал то, что уже обычно я выбираю, и все. Если там всего два выбора, по сути, Эдисон. Не, я с ним говорить не хочу. Спасибо. Она противная. С ней по делам только буду говорить. А у нас вот уже задания появились. Так, ага, это офис кэш. Кэш. Вот. Так. На память будущим поколениям. Если инициатива вдруг всплывает кверху брюхом, Нексус, по сути своей, не более чем цирк на 4 манежа. Манежа. Мне не нравится метод Тана, но он, естественно, показывает свое презрение к органам. Думаю, намеренно было, что еще врач добьется он только конфликта. Нексус не может объединиться до тех пор, пока у Тана развязаны руки. Эдисон уже решил отклониться от него и заниматься круговую оборону. Надо будет и занимать круговую оборону. Надо будет подталкиваться к Андросам. Надеюсь, мы сможем договориться. Может и нет. Как же меня достали все эти фокусы. Так, да. Вот, в общем. Так. Да, вот тут нет уже такой. И особо можешь отвечать, как ты хочешь. Отыгрывать своего персонажа. Хочешь, врежь кому-то, хочешь. Yes, I know the Hyperion docking unannounced caused some switches to blow. That's fine. Опа, здрасте. I don't... There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Кстати, я генофак уничтожил в третьей части. Ну, так как они вылетали еще до третьей части, то есть там после второй они улетели до начала третьей, судя по всему. Они улетели, и генофак еще был. То есть, по сути, Кроганы все болеют. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only 1 in 1,000 survive. Потому что я не знаю, может, есть такие Кроганы, которые еще помнят, что было до генофага, как все жилось и как they did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. То есть я раньше не понимал, честно сказала. Получается, соларианцы создали генофаг, а торианцы его применили.
What about the Krogan here in По сути, Andromeda? виноваты оба. There's no cure for it. Обе. But my clan was starting to show a mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Они же еще вроде как не заморажены. Still early, but I think we made a dent. Они живут дальше. Our Тысячи лет scientists say от we've нас improved точно viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. Где Кавен? I noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was killed. Кстати, сейчас он сказал это дерьмо. Это я вот знаю о том, что в первой части, когда локализация на русском, было многовато матов по сравнению с двумя. То есть матов особо вообще не было. Там черт, что за хрень, там еще что-то, ну такое, да. Где, а вот что будет тут? Все останется так же или уже будет побольше ругательства? Потому что я помню первую, третью часть, вторую и третью часть, когда я играл там, ну, я заметил. Потом, когда я переиграл первую, еще больше увидел то, что там ругательств больше. The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Все, пока. Nothing more for now. Good luck. Господи, ой, утомили меня эти разговоры. Так, пойдем поговорим с Таном. Такое ощущение, что я в Skyrim играю, Тан. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules ours. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that.
This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Скажи, как я это должен сделать? Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. Вот именно, so как? how do I... A good pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... The way I see it, you need me. If I pull this off, maybe you'll look like the leader you pretend to be. But first, you have to succeed at being the pathfinder you pretend to be. Where's my ship? They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Something wrong? Ryder, please see me and Sam Node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No. I'm fine. Так, поговорим с тобой и, наверное... You may have a less than flattering view of me, but I want to express my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? О, сколько диалогов, блин. Знаете, вот не всегда любил диалоги в игре, но вот когда ты начинаешь переигрывать, он даже более интересно. Turian and Solarian arcs are completely unaccounted for. If they had the same problems with the Scourge that we did, I fear the worst. Should you find any clues, please investigate. Without the other arcs, the promise of the initiative can never be fulfilled. Почему-то вот именно в RPG играх диалогов, я не знаю почему, но вот что-то вот иногда хочется взять, так нажать пробел, чтобы чисто информация поступила. But before departure in 2185, we got word they had technical problems with their ship. 2185 год. А мы 600 лет летели. Как может быть в 1800 быть? Это очень странно. Очень странно. Почему? Это должен был быть 2200 или там старше, да, чтобы мы 600 лет пролетели и ковчег остановился в 2800. По сути. Тогда мы 700 лет летели. Может, чуть больше, чуть меньше 700. Там, я не помню точно дату, какой сейчас год. Ладно. О чем я говорил? Да, вот, не знаю, почему-то вот мне в RPG играх, ну, находится так, понажимать пробел, там, чтобы информация поступила, может, там в журнал, что я иногда заглядываю, читаю. И еще иногда, чтобы что-то появилось, ты же персонаж знал, это вот иногда в сюжете там может пригодиться. По сути, он-то знает, это мы просто не читали, и это... Ну, я не знаю. Я в том же Ведьмаке у меня пропускал мало. Там разговор даже как-то интереснее выглядит, чем от Белая. И Dragon Age еще проходил, я ни разу не пропустил сцену. Это CD Projekt, этот... Ведьмака когда проходил, я не пропускал диалоги. Не знаю, почему-то они больше нравились, они как-то красивее звучали. Там, знаете, вот с такой изюминкой со своим этими всеми разговорами, да, диалогами. Чтобы не что вот Mass Effect диалогами особо меня не цепляло. Я разговаривал только с теми, с кем было особо приятно. Это, по сути, команда нормальная, и все. С другими персонажами я особо не болтал. Там вот на вот такие вот вопросы, типа...
вот такие вопросы чисто задавал, потом узнавал, что это. Criminal elements took advantage of the emergency and preyed on people's fears. Ну, отлично, в других играх просто-напросто записаны линейные диалоги линейные, да. Я готов сидеть, слушать, смотреть. Мне вот нравится очень. Потому что, по сути, это сам все разговоры идут так нужно, что нам нужно игрокам, там какие-то вопросы раскрывают, детали сюжета, еще что-то, то есть такое. А это чисто для себя вот такие вопросы ты задаешь, узнать о них больше, и еще может где-то пригодиться такое. They posed a direct threat to our existence. There don't seem to be many Krogan around. Good riddance. The Krogan demanded a greater say in political matters. The last place you want them involved. Their muscle, nothing more. Good for fighting and lifting heavy objects. When they didn't get what they wanted, they left. Маска, которые с гетами воюют обычно. Их не взяли в совет. По сути, все. Это все, вроде как мне известные формы жизни, которых не взяли в совет. В инициативу, кстати, не взяли кутарианцев. Кутарианков. Как их там, блин, называется, ё-моё? Сложное слово. Why don't you like the Krogan? It's common knowledge that they are a violent, ignorant species. Long ago, they waged nuclear war on one another. Их нету в этой части. Вообще. My people tried to uplift them, but the Krogan could never. Одной расы не хватает, получается. Все. Причем они высокотехнологические, то есть их нужно было в первую очередь брать. Знаете, я не хочу. Я не люблю с ним общаться. Спасибо, пока. Ладно. Ё-моё. Наконец-то.